изучать дальше и, скажем так, работать с другими отделениями, изучать их характеристики, работу и так далее. Поэтому сегодняшняя тема это так больше для видео написать, чтобы было видно. Да, влияние. Кто знает, кто нет, ну, я думаю, что есть смысл на этом остановиться и немножко поподробнее. Что такое давление? Мы все знаем, что давление это физическая величина, которая определяет отношение силы, давящей на определенную поверхность. То есть, если мы начнем рассматривать, скажем так, какую-либо поверхность, мы хотим узнать, с какой силой, и знаем, с какой силой давит на эту поверхность, и мы определим, скажем так, эту силу разделим на площадь, то получим давление. Пока как бы ничего не понятно, но мы сейчас определим. Например, давайте начнем издалека. Возьмем, например, земной шар и рассмотрим атмосферное давление, которое есть у нас сейчас снаружи. Все мы знаем и говорим, что давление сейчас какое здесь в данной комнате, в окружающей среде, атмосферное. А какое атмосферное давление? 760, 765, да, 760 принято стандартное давление, 760 миллиметров ртутного столба. А что это означает? О чем это говорит? Как бы мы это слышим ежедневно, практически в прогнозе погоды. Вот мы возьмем земной шар, предположим так, ориентировочно. Предположим, кто-то из нас стоит где-то здесь внизу. Может, он сильно большой, но так и нарисуем. Мы все знаем, что вокруг земного шара есть слой атмосферы. Как-то так его нарисуем. Приблизительно высота вот это составляет приблизительно, кто знает, кто подскажет, порядка 100 километров. До самого края и дальше уже космос. Так вот, этот слой атмосферы, это что у нас? Воздух, который состоит в основном из чего? Азот. Порядка, грубо говоря, там 78%, да? Кислород 21%. Ну и другие газы мы сегодня не будем рассматривать. Другие остаток, чтобы был полностью 100%, да? Это и СО2, и аргон, и другие какие-то, и водород, и СО, угарный газ и так далее. Значит, он имеет этот воздух, состав приблизительно такой ориентировочный, он чуть-чуть меняется в зависимости от высоты. Но газ, как бы мы не чувствуем на себе никакой тяжести реально, но этот воздух имеет вес, какую-то определенную массу. И он не улетает в космос. Почему? Потому что есть притяжение Земли, и он остается в каком-то слое вокруг этого. Этот слой высотой 100 километров. Наиболее плотный слой воздуха находится на высоте порядка 10 километров. Вот эта высота 10 километров. Здесь более уплотненное количество воздуха. Далее он более разряженный, скажем так. То есть молекулы более спокойно себя чувствуют, что если здесь вот собрать нас, здесь, грубо говоря, это 10 километров, а если здесь бы в комнате был один человек, он себя свободно чувствует, это уже разряженно. Если взять, например, вот мы стоим, и вырежем теперь какой-то такой столбик, предположим, сантиметр на сантиметр на сантиметр, такой параллелепипед, так? И вплоть до верхнего уровня атмосферы, то вес вот этого столбика сантиметр на сантиметр на сантиметр высотой 100 километров, вес этого столбика, а если правильно говорить, то масса, m, здесь пишу, будет приблизительно равна 1 килограмм. То есть если взять гирю 1 килограмм и сравнить вот этот вес, это будет 1 килограмм. В основном масса складывается из первых 10 километров. Потом уже это мало добавляет до 1 килограмма. Ну, но если брать весь, все 100 километров это 1 килограмм. В основном, основной вес там 98% это вот эти первые 10 километров. Но потом уже, чтобы дойти, понятно, да, то есть весь слой атмосферы площадью сантиметр на сантиметр, вот так, сантиметр на сантиметр и высотой
100 километров. 1 килограмм. Так вот, на каждый ваш сантиметр квадратный, если вы на себе нарисуете, на теле, везде возьмете, давит 1 килограмм постоянно воздуха. Вот так ладошка это порядка 150 сантиметров квадратных. То есть на ладошку на мою 150 килограмм. У кого-то 120, у кого-то 180, в зависимости от габарита ладошки. То есть представь. Но вы этого не чувствуете, потому что мы к этому привыкли, мы родились в этом. И мы считаем это давление нормальным, потому что внутри человека есть определенное давление, которое компенсирует это атмосферное давление. И мы его не чувствуем. И мы живем в этом атмосферном давлении. Но когда мы говорим о том, что давление меняется атмосферное, и есть какие-то, допустим, у человека он не успевает, внутреннее его давление поменяться, начинаются какие-то там вопросы со здоровьем и так далее. Но это отдельная тема. Откуда и что такое атмосферное давление, понятно. Что такое давление в принципе? Оно определяется по формуле, как я говорю, отношения. Да? То есть мы говорим, что если давление на 1 сантиметр квадратный давит 1 килограмм, такое давление называется атмосферное, и оно равно 1 атмосфере. Вот так пишется. Я здесь так и запишу. 1 атмосфера равна давлению 1 килограмм. Так называемая сила на сантиметр квадратный. Понятно, да? Значение АТМ называется атмосфера физическая. Общая формула обозначения давления, по которой рассчитывается давление, равно. Давление обозначается буквой P, вы все знаете. Оно равно отношению силы, которая обозначается буквой F, к отношению площадь. Сила измеряется у нас в ньютонах, такие единицы. Площадь измеряется у нас в метрах квадратных. Как бы метры квадратные мы знаем, что это такое. Ньютоны пока непонятно. Ньютоны откуда у нас берутся? Как бы нам перевести килограммы в ньютоны, чтобы понять, что такое сила и так далее. Очень легко. Если мы возьмем, скажем так, массу какой-то 1 килограмм, поставим на стол какую-то гирьку 1 килограмм, это у нас есть масса. Если мы хотим перевести это в ньютоны, мы должны это умножить на ускорение свободного падения Земли, которое равно приблизительно 10. 9,8, 10. И получается, что масса 1 килограмм равна приблизительно 9,8 ньютонов. Вот такой легкий перевод, как переводить в ньютон. То есть общая формула понятна. Что чтобы определить давление, нам нужно знать силу, разделить ее на площадь. Понятно. С этим понятно? Понятно. Давайте немножко еще здесь для интереса расскажем, как меняется давление в зависимости от высоты. Значит, если мы находимся на поверхности Земли, у нас есть определенные, скажем так, рельефы, и есть такая, допустим, гора, как Эверест. Порядка 848 тысяч метров, то есть более 8 тысяч. Над уровнем моря. Да. Так вот, если взять здесь давление и в этой точке, где давление будет больше? В нижней точке. В нижней точке. А в этой давление будет всего лишь треть составлять от атмосферного давления. 1/3, всего лишь 1/3 в этой точке. Будет составлять всего лишь 250 миллиметров ртутного столба. Если здесь у нас 760 миллиметров ртутного столба, мы говорим, то здесь будет всего лишь 250 грубо. Потому что вес столба воздуха явно изменится. И тем более мы уже переходим вот эти 10 километров первые, видите, 8 тысяч уже перешли практически. А дальше уже разрежение давит меньше. Это понятно. Хорошо. Давайте теперь это удалим. Перейдем немножко к другим вопросам.
после мы еще немножко рассмотрим эти моменты. Значит, какое бывает давление? Какими мы пользуемся понятиями, которые уже больше вам нужны для обслуживания агрегата? Мы пользуемся иногда такими понятиями, как давление избыточное, давление абсолютное, вакуум. Давайте теперь определим, в чем различие между этими понятиями. Значит, когда мы говорим давление абсолютное и говорим 760 мм ртутного столба, например, да, это давление называется, вот атмосферное, это давление абсолютное. Это что означает? Это означает то, что, если мы вот здесь еще раз нарисуем Землю, здесь у нас стоит кто-то из нас, это атмосфера, то вот здесь давления нет вообще. Это космос. Вот это космос. Это атмосфера. То здесь в каждой точке атмосферы давление меняется. Внизу оно равно одной атмосфере. А здесь вверху, в этой точке, оно равно 0. И в каждой из этих точек 0 атмосфер, 0 атмосфер и так далее. То есть давление откуда берется? От того, что есть какой-то газ, в данном случае атмосфера, который своим весом давит на нас. Здесь в космосе полное разряжение, то есть нет газов, нет молекул, которые давят на нас, нет давления. И вот это давление, которое есть, называется абсолютным, то есть полное давление, которое есть. Давайте теперь отличим, чем же оно отличается от другого давления. Нарисуем шкалу. Так, 3 шкалы такие нарисуем. 1, 2, 3. Значит, первая шкала будет давление называться давление абсолютное, абс сокращенно. Все попробуем измерять в атмосферах. Следующая шкала будет давление избыточное. Изб. Запятая атмосферы. Следующая шкала P вакуум. Давление вакуума. Тоже атмосферы. Вот такие 3 шкалы. Давайте начнем с абсолютного давления. Например, начнем здесь какой-то, поставим 0, потом здесь 1, здесь 2, здесь 3. Атмосфера. Мы знаем, что давление у нас здесь на Земле какое? 1 атмосфера. То есть это вот это оно есть. Абсолютное давление какое самое может быть, когда не будет совсем атмосферы? 0. Меньше нуля давление абсолютное может быть? Меньше нуля. Не может быть. Это физически невозможно, потому что абсолютное всегда значение, это ведется от самого-самого края. То есть меньше нуля быть уже не может. Поэтому мы берем и говорим, что вот этой шкалы здесь не существует. То есть шкала измерения абсолютного давления от нуля и до беспредела, которого можно создать с помощью технических средств. Понятно? Как она переносится, скажем так, соответствие абсолютных значений со значениями избыточными? Давайте проведем аналогию. Опускаемся вниз, ставим так, опускаемся вниз, ставим так, так, так. Значит, шкала избыточного давления, понятие избыточного давления, появилось только потому, что мы живем в атмосфере воздуха, и там, где мы работаем с вами, на Земле, вот именно на поверхности Земли, мы везде находимся в атмосфере воздуха. И все любое давление, которое мы создаем в аппарате, которое находится в другом каком-то сосуде, в трубопроводе, в газопроводе, оно всегда в атмосфере того давления атмосферного, в котором мы с вами находимся. И чтобы не учитывать это давление, потому что оно везде, решили просто от него как бы избавиться, его не учитывать, а считать только то избыточное давление, которое больше вот этой одной атмосферы. Понятно? То есть избыточное давление, P избыточное, равно по формуле P абсолютное минус 1 атмосфера. Запомните эту формулу.
Именно атмосфера. Понятно? То есть, если мы хотим сюда перенести эти значения согласно этой формуле, здесь какое значение будет? Минус 1, правильно. Здесь значение какое? 0. Здесь значение 1, здесь значение 2. В какой стороне эта шкала не работает? Также точно в этой стороне эта шкала не работает. И согласно этого графика мы можем видеть, этого рисунка, что избыточное давление может равно быть минус 1. Но ниже минус 1 такого давления, если вам кто-то скажет избыточное давление минус 2, такого быть не может. Если вам скажут давление минус 0,5, предположим, да, вот здесь, минус 0,5. А вы спросите, какое, избыточное или абсолютное? Он скажет избыточное, ну, можно верить. А если он скажет абсолютное, то это неправда. Потому что в этом случае какое будет? Плюс 0,5. Правильно? Поэтому кто скажет плюс 0,5 абсолютного, а другой скажет минус 0,5 избыточного, он скажет об одной и той же точке. Давайте рассмотрим, что такое вакуум, потому что это иногда приводит к большим всего спорам, что же это такое, и как оно измеряется, и когда пользуются этим понятием. Эту шкалу мы не забываем, и сейчас мы дойдем до вакуума, потому что потом мы будем этим пользоваться, и я потом расскажу, как это используется именно, как это нужно для вас. Может быть, мы в конце сделаем выводы, может быть, что-то нужно будет забыть, кому это лишнее, но оставить хотя бы то, что надо. Что такое вакуум? Вакуум появился для того, чтобы пользоваться, скажем так, еще раз напоминаю, мы живем в атмосфере, так, где давление везде одна атмосфера, как мы ее приняли называть. Но мы можем создать условия так называемого отсутствия полностью газов, оболочки, и приведя давление к полному практически нулю. Давление, скажем так, практически космоса. Да? На, скажем так, в реальных жизненных условиях очень тяжело, практически невозможно создать давление космоса, но там возможно к нему очень близко-близко приблизиться. Мы будем считать, что мы практически создаем давление 0. Так вот, чтобы пользоваться понятиями с давлением, которое меньше одной атмосферы, потому что сейчас мы говорили, все, что выше одной атмосферы, мы забываем одну атмосферу и пользуемся понятиями как давление избыточное. А теперь мы хотим туда, более ниже одной атмосферы. Так поэтому придумывали понятие вакуума. И мы говорим, что это соответствие. Продолжаем дальше соответствие. Возьмем его, отметим другим цветом, потому что давайте проведем здесь соответствие. Так, этот 0, так, эта единичка, так, двоечка, так. Мы говорим, что когда абсолютное значение равно одной атмосфере сейчас, в этом случае вакуум 0. То есть давление вакуума 0. То есть вакуума нет. Некоторые говорят, вакуума нет. Давление вакуума равно 0. Приблизительно это все синоним. Мы начинаем идти в эту сторону. Вот эту стрелочку я поставил изначально, мы ее зачеркнем. Вакуум начинает увеличиваться тогда, когда мы начинаем снижать давление. Начинаем идти вверх, скажем так, по горе, по Джомолунгме, или лететь в космос и так далее. Вакуум имеет плюсовые значения в эту сторону, поэтому его шкала движется в эту сторону. И самый максимальный вакуум достигается тогда, когда мы попадаем в космос. Он равен чему? Все, что меньше одной атмосферы, единички. То есть вакуум у нас может быть 0, и потом 0,2, 0,3, 0,4, сколько надо, до одной атмосферы. И понятие шкалы вакуум в этой стороне отсутствует. И вот в этой стороне тоже полностью отсутствует. Понятно? То есть мы понятием вакуум пользуемся только вот в этой величине. Понятно? Вакуум, все, что мы имеем больше, это не бывает. Все, что начинается ниже атмосферного давления и до сих пор, пользуются понятием вакуум. Не говорят обычно абсолютное давление 0,5, а говорят сколько? Если здесь провести, сколько вакуум? 0,5.
Даже не плюс, потому что это и так понятно, вакуум может быть только плюсовой. Могут сказать избыточное давление минус 0,5, но часто пользуются вакуум 0,5. Если же мы возьмем значение, например, избыточного давления, давайте абсолютное значение возьмем 0,2, сколько это будет избыточного? Сколько? Минус 0,2. Нет, 0,8 тогда получится. Минус 0,8. Минус 0,8, я говорю. Минус 0,8, правильно. А сколько это будет в вакуум? 0,8. А вакуум это будет просто 0,8. Даже без плюса. Понятно? И мы говорим вакуум 0, вакуум 0,5, вакуум 0,8, вакуум 1 атмосфера. Здесь ни одна шкала не работает, понятно, потому что мы понимаем, что физически этого быть уже не может. Понятно различие, да? В чем отличие? Что вакуум 0,8 это то же самое, что избыточное давление минус 0,8, либо абсолютное значение 0,2. Если мы берем единицы измерения атмосферы. Если мы будем другие единицы измерения брать, да? Например, то тогда придется одну атмосферу перевести, например, в паскали или килопаскали. Одна атмосфера это будет 100 тысяч паскалей. Тогда я здесь напишу от 0 до 100 тысяч паскалей. Правильно? И здесь напишу P избыточное равно P абсолютно минус 100 тысяч паскалей. То есть единицы измерения, чтобы производить эти все расчеты, должны быть одни и те же. Нельзя, допустим, складывать спички и гусей, правильно? Надо перевести что-то в одно. С этим понятно? Значит, для чего это все появилось и каким образом это касается вас? Я перейду на эту сторону. Это удалю. Давайте рассмотрим, какие приборы измеряют давление. Значит, приборы, которые измеряют давление, называются манометры. Общее название, есть различные манометры. Одни из тех приборов, которые измеряют давление, есть технические манометры. Это приборы, которые измеряют давление местно. Давайте рассмотрим его принцип действия, потом подойдем. Значит, как вы видели, технический манометр состоит из циферблата, подключенного куда-то к трубопроводу, к сосуду, где есть источник давления, да, мы пишем P. В центре есть какая-то стрелочка. Циферблат разбит на какие-то 0, каких-то пускай до 100 чего-то. Здесь написано, например, килопаскали, что он измеряет. Разбита шкала. И стрелочка при подаче какого-то давления начинает отклоняться, показывать давление. Значит, что внутри находится данного прибора? Если мы вот это оставляем, подачу для давления, внутри прибора находится так называемая трубка Бурдона, которая имеет вот такой, приблизительно вот такой вид. К концу данной трубки, скажем так, через специальную систему тяг механический, я не буду ее специально, я ее нарисую одним таким, подключена к стрелке, так, вот к этой стрелке. Значит, под воздействием давления данная трубка начинает, скажем так, изгибаться. Например, если мы только подаем сюда давление, эта трубка приблизительно начинает изгибаться, например, вот где-то, грубо говоря, вот так. Тяг начинает на себя тянуть, стрелка начинает показывать. Почему же начинает изгибаться трубка? Вопрос. Хотя согласно закону Паскаля, так называемому, что если здесь жидкость или газ, во все точки данной трубки давление передается одинаковое. Если ты нарисовал, что у нас трубка изгибается вверх, то у нас стрелка должна влево отклоняться. Ну, это не По принципиально. Это системе все, это тяг. принципиально. По-другому тяга может. Тяга по-другому стоит. Это условная тяга. Я понял. Там система тяг, которую мы не рассматриваем. Хорошо. Понятно, да? Если мы возьмем, разрежем эту трубку, вот
так. Разрезали и посмотрели это сечение вот с этой стороны, например. Разрезали вот так. И вот так перевернули и вот сюда сейчас выложили. Значит, оно имеет приблизительно вот такой вид. Я его рисую немножко так, чтобы было понятно почему. Это, например, сечение, да, толщина трубочки. Мы видим, что верхняя площадь больше нижней площади. Это площадь какая-то S1, это какая-то S2. Так вот, давление в каждой точке одинаково, как и у нас здесь. Но сила, которая давит наверх, равна площадь 1 умноженная на давление P. Сила вниз равна площадь 2 умноженная на давление P. Сила 1 будет больше силы 2. Почему? Потому что площадь вверху больше. Поэтому трубка начинает изгибаться. Если бы она имела четкий, допустим, какое-то сечение четкого, допустим, круглого, какой-то тор такой, то данная трубка бы не изгибалась. Она бы не называлась трубкой Бурдона. И никакого измерения бы не было. Значит, это заложено в принцип измерения технического манометра. Если мы убираем вопрос отсюда давление, что должен показать манометр? Какое давление должен показать? 0 он показывает. Он показывает 0. Все правильно. Но почему? У нас же здесь атмосферное давление, равное 1 атмосфере, а он показывает 0. Почему? Избыточные показатели. Он даже не выставлен с учетом, а он не может показать 1 атмосферу, потому что и с этой стороны трубки Бурдона, и изнутри трубки Бурдона давление одинаковое, и она не может изогнуться. Поэтому была придумана вот эта шкала избыточное давление, потому что, то есть все показания приборов, я веду к самому главному выводу, у нас измеряется давление избыточное. То есть все показания, которые у вас есть на ЦПУ, все показания технических манометров, все показания давлений, если они не оговорены специально, это все избыточное давление. Если мы хотим узнать абсолютное значение давления, всегда нужно что сделать? Прибавить 1 атмосферу. То есть это очень важно запомнить, потому что в инструкциях иногда пишутся значения минус, и иногда начинается путаница, почему этот минус взялся, что он определяет. А мы видим, что шкала избыточного давления от минус 1, если в инструкции написано от минус 0,5 до каких-то пределов, например, это касается компрессии в основном, то мы можем понять, что это за значение. Можем перевести в значение вакуума, потому что у нас на отделении выпаривания есть датчики, которые показывают именно вакуум, и есть датчики, которые показывают давление как абсолютное, так и избыточное. И иногда мы начинаем путать, что, например, датчик давления 2117, что у нас показывает? Он показывает давление абсолютное. Хотя мы привыкли говорить, что это вакуум. Хотя реально это неправильно. Он показывает абсолютное значение давления. Если мы хотим узнать вакуум, то мы должны, например, 2117 на данный момент показывает, например, 50 килопаскалей, то мы должны что? Если у нас 1 атмосфера это 100 килопаскалей, то вакуум у нас в данный момент тоже 50, потому что 100 нужно от 100 отнять эти 50, мы получим вакуум. Вот это разница, которую мы хотели бы определить. С этим понятно? Тогда сейчас я приведу несколько моментов перевода, в чем же измеряется у нас давление. От чего оно зависит. Единицы измерения. Почему очень важно уметь переводить одну единицу измерения в другую? Привожу пример, что когда были случаи, например, проведения гидравлических испытаний аппаратов, вот, которые мне рассказывали, например, в тех местах, таких как на Востоке, куда привозили оборудование, то
давали задание провести гидравлические испытания. Приходил человек и говорил, что, например, надо было провести аппарат испытать на 15 атмосфер. Приходил человек и говорил, что аппарат не выдерживает испытаний, что набрали только 10 атмосфер, а его уже раздуло. Приходил прораб, смотрел, оказывается, подбирали манометр не в атмосферах, а в мегапаскалях, и получалось, что это было уже не 10 атмосфер, а 100 атмосфер.